Класс, блин, мы вас так долго ждали. С днем рождения! Милаша, Мы диджейская семья, мы любим диджейство. Мы 15 часов добирались. Tomorrow. Наш самолет улетел без нас. И это я самый разогрев. Я кот Талисман. Это мой босс Игорь. Неважно где ты, неважно какой у тебя красивый вид, выходной нет, но стендап, митинги по расписанию. Мы прилетели в Испанию, кто-то работать, кто-то отдыхать. Здоровчик! Здорово, здорово. Вон капризного человека привезли, да, Кристина? Оставим здесь, будешь испаньолочкой. В гости приезжать к нам только, когда подрастешь и шумная такая не будешь. Кристинка приехала! И маму привезла! Кристина испугается! Боже, какие вы черные, вы такие модные вообще! Меняем на белое! Привет! Что такие крутые! Здравствуйте! Здорово! Привет! Привет! Класс, блин, мы вас так долго ждали! У диджей тоже свое развлечение. Человек устал уже. Мы это самое назначение блога Егора поменяли. С IT на кулинарный. Будем увеличивать аудиторию. Друзья, хочу вас познакомить сегодня с Игорем наконец-то. Игорь в прошлом диджей Шкет. Без тебя, наверное, не обходились самые крупные хип-хоп фесты, когда ты еще играл. Обходились некоторые, но да, в целом. А когда последний раз ты играл? В 2013 там. Вы знаете, да, это мистер Шкет, легендарный монстр, да, танцевальной культуры, финалист 2009 года DMC World DJ Championship in London. DJ Шкет in the mix. Ты занимаешься сейчас джусем? Full time? Full time. Ты не скучаешь за сценой? За сценой? Я на сцене с джусем чаще, чем я был, когда я был диджеем. Нет. Слушай, расскажи вообще, ну, как все начиналось? По телеку крутили MTV пиратская ночью. Я ночью не спал, записывал на видеомагнитофон, на кассеты, видеокассеты, MTV. Сколько тебе лет было? Мне было 18, 17 было. Окей. Вот, и я попал на репортаж чемпионата мира диджеев DMC. Я записал его. И после этого я начал, да, пересматривать, я заболел этой темой, достал проигрыватель родительский где-то там из-под кровати, юность. Взял папин магнитофон, пришлось его немножко перепаять с разрешения папы. И сделал из магнитофона, сделал себе микшер, получается. У меня на одном канале был радио, FM, и на другой вертушка. И я мог включить, и там, да, если мне не нравилась музыка, я мог перекрутить на другую радиостанцию, пока я не находил что-то приятное для того, чтобы я как бы тренировался в скретче. Я записал полностью победный сет DJ Crazy. Я был уверен, что все диджеи так играют. И чтобы быть диджеем и начать работать диджеем, ты должен иметь так, как вот... Именно такого уровня ты должен быть. Да. Я вообще не понимал ничего. Вот. И я тренировался усердно. У меня была пластинка английского языка. Там были просто слова. И я использовал их как сэмплы, исключил.
Я делал еще биты для групп разных киевских молодых. Вот. И приехал парень из группы Фора, увидел вертушку, это сетап. И говорит, ты там, ты скретчем занимаешься? Я говорю, ну да, чуть-чуть учусь. Сколько уже прошло времени? 1,5 года где-то я тренировался к тому. Ого. Я никому особо не показывал, просто там тренировался для себя. Да. Я показал у него, глаза на лоб, говорит, ничего себе, типа, давай с нами выступишь. Они выступали, я с ними проскричил. Потом сразу же ко мне подошел Excel из Зеленых Каштанов и говорит, поехали с нами в Москву, там какой-то фест, я не помню, как он называется, но какой-то типа крупный фест. Я говорю, поехали. А чем ты занимался в это время? Брейкдансом. Я преподавал брейкданс. А где ты учился? В КПИ. Да, это тоже смешная история. На кого? Сначала я поступил на ФИФТ. Это факультет информатики и вычислительной техники. Наверняка все знают, кто смотрит твой канал. Вот, но потом мне папа отговорил. Он говорит, что никому не сдались, какие компьютеры. Компьютеры это в США, никому не сдались компьютеры в Украине. Иди на факультет энергетики. Горячие батареи будут нужны всегда. И люди из энергетики будут нужны всегда в Украине. То я пришел из ФИФТа на энергетический факультет, который по сути был горно-выдобывный. Там все, что нас учили, это рыть шахты. Ну, короче, вот так вот, да. Привет, ты что, вчера так феерично выступила, прям вообще. Положили детей спать и едем на фестиваль фейерверка. Дети же не сами остались. Думаем, что? Мы так думаем, что дети спят. Мы едем в город голых людей. Можно начинать раздеваться, предлагаю. Ты был там? Проездом? Был. Get to know who you really are. Get to know who you really are. Get to know who you really are. Так, ребята, не расслабляемся, вам еще мыть большую. Скажи, Игорь научил выжимать тряпки. Это куда интереснее, чем машину мыть. Пока. Покажи. У вас неплохо получается. Работа на мойке кипит. Загрузка сегодня 100%, да, Кристина? Сейчас к соседям пойдем. А также случайно стал играть на баттлах. Приехали на фест в Одесскую область. Там не оказалось диджея. А я типа как уже диджей был в то время. Да, и у меня были диски с музыкой, под которой я сам тренировался. Я говорю, ну я, наверное, могу поиграть, могу попробовать. Вот. И всем понравилось. Меня сразу же пригласили на крупный баттл в Краснодар. Где-то года 2-2,5 я ездил по всем фестам как диджей. Меня пригласили выступать на R&B вечеринках в супер-супер мажорном клубе Чайковский в Киеве. Это тоже очень смешная история. И я все еще работал преподавателем по брейк-дансу все равно, потому что это приносило деньги. И у меня был ученик, который пришел на тренировку и говорит, типа, а чего вы не танцуете под R&B, почему вы под фанк танцуете? Я говорю, ну, вот так мы танцуем, мы не танцуем под R&B, грубо говоря. Вот. И потом, когда меня пригласили играть на R&B вечеринках в 2004 году, это признание жесткое, но это было второй раз, когда я услышал слово R&B вообще в своей жизни.
И я говорю, да, конечно, я приду, я буду играть у вас на R&B вечеринках, все круто. После этого я набрал этого ученика, говорю, слышишь, может, давай мы все-таки попробуем потанцевать под R&B? Ты можешь мне подсветить пару дисков? За 2 дня до вечеринки я узнал, что такое R&B, и там через 2 дня стал самым известным R&B диджеем в Украине. Извините, ребята. Слушай, а на чем ты тренировался все это У время? меня не было еще ничего, никакого диджейского сетапа. Я просто играл в клубах. Угу. Все-таки И это была оборудование моя- тогда было, ну, действительно дорогое. Да. А потом, когда я начал работать в Чайковском, я сразу же попросил, чтобы меня инвестировали. Я полгода работал бесплатно, и Мгм. мне купили комплект. Угу. Мне купили 2 вертушки и микшер. Очень крутой батловый микшер. И тогда я начал все уже очень серьезно снимать. Что это вы здесь делаете? Сегодня я буду динозавром. Yeah, fall down, roll. I don't want to break the costume. Okay, let's do this. Вам, да. Can't be bribed from the spotlight. Игорь, давай, покажи как-нибудь. Хочешь одеть динозавра? И куда мне в Барселону поехать? Не знаю, например, на какую-то IT-конференцию. Кстати, идея. В следующий раз поеду на TechCrunch как раз. Я думаю, это реально крутая идея. Я думаю, IT-люди заценят. В общем, мы сняли быстро. Круто. Было жарко. Опа, класс. Вот так должны выглядеть счастливые люди. Это круто, когда вот ты от всего процесса, наверное, получаешь больше удовольствия, чем от результата. Да, наверное, Это круто, когда ты выходишь из дома, проходишь 200 метров и снимаешь клип из себя на пляже. О, ну ты реально понтуешься сейчас. Ну это реально, правда. Но это уже Сказал немножко Игорь. правда с понтами. Сказал Игорь даже не в своем стиле немного, потом, наверное, Реально, задумался. реально думаю, блин, где моя скромность, где я ее потерял по дороге. На финале я был в Лондоне, да, в 2009 году. Я победил отбор в Украине. Первое место! Я думаю, мы порвем в этом году весь мир. Первое место! Лондон, держись! Диджейский! И попал в Лондон, да. Это тогда было большим событием для меня. Я выигрывал DMC в Украине. Мгм. И я выиграл Red Bull Freestyle. После этого я сыграл свой последний сет, и я не поехал на финал. А почему ты Канада. не поехал на финал? Ну, я все больше и больше занимался Мартой, Мгм. и у нее был тур. Когда вот последний сет ты играл, Да, уже у Марты тогда пошло. да. Как начиналась история 2013. с Мартой? Марта была хип-хоп диджеем, и Как она, В принципе, как, всё как шло она нормально. пришла к хип-хоп диджею? потому что я был хип-хоп диджеем. Ну, это я знаю. Да, да. У тебя же до этого Она была еще, изначально- у тебя до этого была еще школа. Да, И Марта Получается. пришла к тебе в школу. да. Но школа не только твоя была. Не я ее основал. Мгм. Я там работал, и в итоге потом я остался как главный преподаватель. Она тогда ничего не умела, понятное дело. То есть это Да, просто- белый лист, да? Абсолютно белый лист, Мгм. да. Она позанималась 2 недели, после этого, из-за того, что она была привлекательной девушкой, клуб предложил ей уже работу сразу. Тогда у нас был серьезный разговор с ней. Я сказал, что ты можешь прекратить заниматься Мгм. и идти себе работать, либо ты можешь остаться в школе, Мгм. и ты станешь номер 1 девушкой в мире, диджеем. Вот, да, и она осталась, и вот так вот мы и живем. Зай, завтра что там, 29? Да, старею. А чувствуешь себя на сколько? На какой возраст? Не поверишь, на 29. Серьезно? Абсолютно. С днем рождения! Чувак, вставай! У нас билет через час, давай! Быстрее. На, посадочную, одевайся! Куда мы летим? А чего, почему? Не написано, что ли? Ну, в Афины летим.
to Mykonos. Поздравляю, папу. Быстро. Happy birthday to you. Вообще внезапное утро сегодня было. И снова вся наша Паспорта. едет в тур. Едет в тур. И снова вся наша туса едет в тур. Едет в тур. И снова вся наша туса. Если вы думаете, что мы уже на концерте Juicy, то вы ошибаетесь. Мы всего лишь в аэропорту. Даже две. Сколько? 1,5 часа, наверное, сидим? Да. Я думаю, мы можем сейчас спокойно сказать всем, что у меня день рождения. Ты можешь сыграть здесь. И будет нормальная private party, да. Игоря только разбудим. Ребята, вы знаете, что мы сегодня орел и решку будем делать? У нас есть два варианта. Один вариант – номер в отеле, который стоимостью $1000. Второй вариант – это квартира, которую Игорь снимал. Мы будем бросать монетку, кому что попадется. Что вы выбираете? Орел или решка? Что берем? Давай. Говори. Решка. Орел. Давай монетку. Так, есть монетка? Все? Орел и решка закончилась. Короче, при нажатии мы получаем число до 0,5. Это что? Это решка. Это... И после 0,5 орел. А что мы выбрали? Орел. Раз, два, три. Решка. Черт. Какой Егор справедливый. Давайте поселим туда вот этого мужчину. Давай кого-то выберем рандомом, чувака какого-то. Скажем, чувак, тебе сегодня очень повезло. Наш самолет улетел без нас. Продолжите частный самолет. Нет, давайте сделаем А продукт. этот с пафосом не останавливается. Продолжите частный самолет. Получается, сегодня выступление срывается, и мы не можем улететь из-за того, что был страйк. Короче, у нас сейчас есть две опции. Это private jet, либо на корабле. No ferries? No fares? Why no ferries tonight? The last one left at 5:30. Okay, no ferries, no flights. Есть две опции. Это вертолет. Сколько? 3600 евро. И то пока неизвестно. Вот мы уже практически улетали на вертолете, каком-то нереально дорогом. Дали большой самолет, и теперь у нас есть возможность улететь сегодня бесплатно. Я хотела на вертолет. А мы на чем? 3600 или? На самолете. Ну ладно. Это места социопатов. Здесь сидят такие, которые, типа, вы уже надоело общаться, он садится, просто все, типа, не трогайте меня. Или если поругались, там, сел. Мое место, Себастьян. Вот так мы празднуем мой день рождения. Мы находимся в аэропорту. Еще... Сколько времени уже прошло? Сколько мы уже тут? 64? Зато мы в Греции. Это плюс. И едим греческий йогурт. Что нам делать в Греции? Что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые сердцем. И И мы на позитиве, что? И мы на позитиве. Мы На позитиве. Такой смех у меня. Какой? А грецкий или Очень греческий? естественно позитивный. Грецкий орех. И греческий салат. Но салат греческий и йогурт греческий. Только так. Не знаю. Кстати, вот это привилегия для ореха. Для ореха, да. Это вопрос номер один. Вопрос номер два, это тупо меня этот вопрос беспокоил уже столько лет. А ну. Излей Почему душу. в грецком салате нет грецкого ореха? Она вышла сразу крепким более-менее диджеем. Мы диджейская семья, мы любим диджейство, мы любим диджеинг как арт, как искусство. Мы любим делать что-то, не просто сводить треки, да, а делать это интересно. Сколько времени прошло с момента, когда вы начали и когда вот 6 лет. выстрелило? 6 лет. Да. Как это произошло? Как произошло, Выстрел? когда вот ты проснулся и понял, что что-то полетело? Она выступала в Южной Африке на фестивале.
на хип-хоп стейдж. На мейн стейдже выступал Афроджек тогда. И после своего сета мы пошли туда, на бэкстейдж. И Марта посмотрела и такая: ой, ё-моё, я хочу как он быть на большой сцене. Я не хочу там на маленькой сцене на 500 там, тысяч человек тусовать. Я хочу играть перед 15 тысяч человек там, или больше. Тогда мы начали изучать электронную музыку, больше все. И чтобы заявить, что вот Марта теперь не хип-хоп диджей, а электронный диджей, мы решили сделать видео на 4 CDJ. То самое видео первое, да. И мы как-то вот выпустили это и особо ничего не ждали. И потом Марта говорит: слушай, тут у меня типа там что-то 20 тысяч репостов на видео. В первый месяц было 100 тысяч репостов этого видео. Ну и, соответственно, там около 10 миллионов просмотров на Фейсбуке. Да, и это видео стало действительно вирусным, таким достаточно. Мы тогда мы не понимали, что происходит. Это был как бы тот пуш, Нишел, который случился в очень правильное время. Сейчас я могу уже так сказать. Мы оказались в очень правильное время, в очень правильном, нужном месте. Как поменялись гонорары после этого? На самом деле финансовая сторона начала ощущаться только где-то через год. Мы начинали с маленьких гонораров. Ну и по сути для тебя же это тоже была, ну, такая первая карьера менеджера. Как агента, да. Если бы сейчас мои знания, тогда я бы воспользовался моментом намного лучше. Сколько был гонорар, когда Марта играла в киевских клубах? Чуть-чуть меньше, чем у меня, как правило, 1000 гривен где-то. Да. Сколько сейчас стоит Марта? Сейчас стоит дороже. В 250 раз дороже. 10 тысяч евро. Да. Я не делаю больше букингов, у нас есть агентство. А у тебя есть с собой календарь выступлений? Не самое интересное. Раньше я знал все досконально, сейчас, когда агентство, я сам иногда, типа, напомнить себе. Это когда? Это в августе? Да, да. Хорватия, Франция, Швеция, Бельгия, Испания, Ну, тут не все на этом. Это надо вот то приложение, но оно не тянет, но надо Wi-Fi. Диджей делится на 2 группы. Первая группа диджеев, они отыграют, высыпаются на месте, и потом летят на другое выступление. Вторая группа диджеев, они типа говорят, это неправильно. Так, ты больше устаешь. Они предпочитают отыграть, сразу лететь. Прилетаешь убитыми, получается, ты вдвойне убитый прилетаешь на новое, зато ты полностью высыпаешься перед выступлением и выступаешь типа свежим. И потом все повторяется. Но мы первое относимся. Мы предпочитаем после выступления поспать, свежим лететь. Мы добрались! А вы готовы? Конечно. Будет длинная ночь. Уже час ночи, мы наконец-то поселились. И вот уже все готовы выезжать. Go! Только мне бы обуться! Кого? Ребята, кстати, забили ехать в отель. И отель остался никому. Я, кстати, давно не встречал таких машин. Когда-то давно я разбил такую машину. Разбил знатно. Hey, Игорь, nice to meet you. Интересненько. Вообще-то у меня день рождения, поэтому воду сегодня пьем из бокала. I'll just put it in the middle, okay? День рождения, слушай, начинается. Thank you. Thank you. You're welcome. Мы 15 часов добирались. Давай. Like Will Sparks, for example, 2 weeks ago, it was packed, but most of them came maybe 45 minutes before the first set was over, because they know we put them on late.
прикол. Стою, короче, я с камерой, подбегает ко мне пацанчик такой, ну малой, подбегает, говорит, чувак, а чем ты занимаешься? Что ты снимаешь? У тебя такая камера, такой микрофон. Я говорю, да ничего, влог снимаю. Он говорит, круто, я тоже, у меня 150 тысяч подписчиков, а у тебя сколько? Я говорю, да я для Джуси снимаю. У меня 1000. Мы приехали наконец-то домой. Что ты скажешь? Я скажу, что бывали и времена и получше. Мне понравилось, что со мной были самые крутые друзья на свете, которые, блин, поддерживают меня. Снял у меня с языка. Даже в такие, Придется даже в минуты слабости с такими ребятами ты чувствуешь себя сильным. Серьезно. Как приятно. Я прям верю, что вам понравилось. Мне же понравилось. Неприятно, знаешь, такое. Когда ты приезжаешь, ты первый раз, у тебя тут нет фанов. И, ну, тебе нужно приезжать в такие места, чтобы зарабатывать фаны. А если Tomorrowland тоже будет первый раз, тоже сложно. Если бы мы выступали в Италии или в Испании, на нашей земле. Человек пафос на нашей земле. Нет, я имею в виду там, где много фанов. Или в Польше, например, да? Мне было больше неприятно, когда подошел малой и сказал, сколько у тебя подписчиков? Сегодня прям вечером влог. У меня нет влога уже. У меня нет, это не влог, это не камера, это сова. Вот у тебя позавчера была вот такая типа тишня, 5000 человек поднимают руки, и плакаты GCM, we love you, все дела. А ты приезжаешь, и никому нахуй не сдался. No fans, nobody. Ну, такое. Ну, и у нас так вставало же, без 15:07, так что нормально, вечно. Мы только проснулись, Катя всегда, когда разговаривает по телефону, ходит, невозможно догнать. Сейчас развернется, пойдет в другую сторону. Боже, моя Итак, сегодня второй день моего дня рождения. Да. Второй день, и мы продолжаем вечеринку. Неважно, где ты, неважно, какой у тебя красивый вид, выходной нет, но стендап, митинги по расписанию и ложиться в наш продукт. Вот это типа важно. Ну вот то, о чем ты говоришь как раз сейчас. Предлагать юзерам что-то, какую-то блокчейн-платформу для своих контрактов и всякое такое. При этом у нас будут бабки от традиционного бизнеса. Да, да. Егор, ты что делаешь? Как обычно, работаю. И как оно? С таким видом работать? Приятно? Такой офис, как тебе? Это офигенный, но... Да, это не хилый офис, да? Жалко, что надо смотреть в экран компьютера. Да, вот я только хотел сказать, что смотришь в экран, но все равно это знаешь, у тебя так поверхностно. Ну, если ты жалуешься на жизнь. Ни в коем случае. Не скули. Ладно. Короче, я поняла, ты когда с камерой, ты тогда очень естественно и не смущаешься. Когда ты когда в кадре, меня, да, когда тебя снимают, ты жутко смущаешься. В другую виллу. И здесь, конечно, очень красиво. Мы посмотрим на террасу. Такое воздушное, легкое, такое лето. Цветы. Короче, вы будьте здесь, а я пойду на нормальную вечеринку, пока скажу. Давай. Достаточно интересно в центре, правда, очень узкий город. И все маленькое для маленьких людей. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам Шанель. Еще раз, как вам этот маленький город? Супер, мне понравился очень. Я бы вернулась. С днем рождения, Егор. Да, продолжается мой день рождения. Пить воду из стакана. Да, и мы пьем. Ого, у нас появилось вино. Как это по-взрослому. 5 утра. И мы готовы отчалить в Бельгию. Готовы? Да, чего? Мы летим в Бельгию. И, кстати, не забывайте подписываться на канал.
И аэропорт нам дали маленький. И маленький будет полет. Вот это весь аэропорт. Да, кстати, странный, будь здоров. Странный рейс. Будь здорово. Странный рейс. 25 минут всего. Вы готовы? Почему? Лететь? Да, мы готовы. 20 минут. Пилот еще не готов. Будем будить? Или пусть остаются? Милашики. У вас же был свой лейбл еще? Да, у нас был лейбл Jump Records, мы его просрали, можно говорить? Можно. Мы поссорились с Армадой, и сейчас он остался у них. Ну, вы поссорились постольку поскольку, потому что, типа, там с Армин Ван Бюреном вы же общаетесь, типа, да, все нормально. Ну, поссорился я и CEO Армады, грубо говоря, да. Мне кажется, еще с такими комиссиями, как у вас, если Конечно. есть агентство, если есть менеджер, то, ну, ты мне даже рассказывал кейс, адвокат когда... 5%, бухгалтер 5%, менеджмент агентство 10%, лейбл 10%, букинг агентство 20% и 35% налоги. Вот и считай. Отлично. Как бы, да. У вас бывали случаи, когда в день 3 выступления и в 3 разных странах. Это тяжело? Это тяжело было. Ну, мне нормально, март было тяжело. Я не знаю, наверное, я закален гастролями в России и в Украине. Ты сидишь в маршрутке 7 часов, едешь в Ровно, либо ты сидишь в бизнес-классе, 7 часов летишь в Л.А., да, например. И диджеи жалуются, вот, типа, фух, это такая сложная профессия. Да, попробуй в Ровно ехать 7 часов в маршрутке, выступить без гостиницы, конечно, потому что ты начинающий диджей. То есть ты приезжаешь прямо в клуб, там ждешь, тупишь, пока не начнется вечеринка, вечеринка начинается, ты отыгрываешь. И тупишь, потом ждешь, пока... И потом ты тупишь, ждешь, пока первая маршрутка на Киев не будет ехать. В 7 часов. Поэтому равно... сейчас мне приятно путешествовать. Я думаю, тебе, да, Марта, наверное, устает. Марта, да. Да, ну, конечно, каждый интенсивный тур Марта заканчивает карьеру, это стабильно. Каждый интенсивный тур в Азию, это срывы нервные. Марта просто ложится на пол перед security чеком и говорит, я здесь буду лежать, и мне все равно, пускай меня арестуют. Сколько у вас фенов на Фейсбуке? Почти 4 миллиона. Сколько вы заплатили за трафик? 0. 0. Все органика. Абсолютно. Да, то есть многие боссы там лейблов или агентств каких-то крупных, они все задают один вопрос, типа how? Типа, как у вас это получилось без музыки, просто чисто показывая свои скиллы диджея, получить 4 миллиона фанов на Фейсбуке и такую микро всемирную известность, да? Я не понимаю, когда диджеи, не только диджеи, когда кто-либо гонится за цифрой фолловеров, грубо говоря, ты купишь 100 тысяч фолловеров, которым ты нахрен не сдался, я извиняюсь, зачем они тебе? На самом деле, я ребятам реально не завидую. Полжизни проходит в самолете. Вот как-то так. Привет! Привет! О, Tomorrowland! Мы типа хипстеры. Хипстеры ходят в одинаковых кофтах. Tomorrowland. Ну что, мы уже едем на Tomorrowland. Да. Что ты чувствуешь перед выступлением? Тут это первый раз на Tomorrowland? Классно, что я с друзьями еду. Я бы так волновалась. А так я чувствую, что, блин, я просто еду тусить. Да. Офигенное ощущение, вот правда. Ну, у тебя по-любому были же какие-то переживания до этого? Ты мечтала вообще выступить тут? Так, ты меня сейчас будешь вот настраивать так, я буду сильно нервничать. Если ты упадешь там или что взорвется, классно. Блин, у меня такие крутые друзья. Нет, я поверну. Ты кричи. Окей, хорошо. So we're in a car on our way to Tomorrowland. Ужасно скучно. Вы на гастролях много спите? Нет, вообще не спим. Игорь, ты любишь спать? Могу спать, могу не спать, мне все равно. Окей. Да.
Могу спать, могу не спать, мне все равно. У нас он даже на машине есть табличка «Артист». Даже. У нас даже артист есть. У нас даже артист есть. Sure? Jill? Nice to meet you. Tulip stage, 11 o'clock. Yeah. Ну, я думаю, это идеальный Симулятор, пример в этом плане, когда ты перепаял папин проигрыватель, знаешь, с радио сделал, нашел как. Да, но тогда были такие времена, да, когда не было вообще никакой возможности. Мгм. Но можно всегда найти выход, 100%. Это точно. Насколько важно терпение? Это самое важное. Самое важное в этом, как бы музыкальный рынок, это рынок слова no. Мгм. Это нужно... Я думаю, что сейчас многие рынки такие, но в особенности музыкальный рынок. Очень многих людей ломает это. Я думаю, это не особенность вашего рынка, Да, это но- везде так. Да, везде так. Ну, нет, это там связано, когда ты что-то предлагаешь. Были такие люди, которые реально вообще не верили в ваш успех? Они до сих пор есть. Очень крупные люди. Мгм. Ну, это мы сами виноваты, по сути, потому что мы сами создали этот образ. Какая-то там Fake Awards в Дубае нас наградил World Sexiest DJ. Мгм. И мы начали это пиарить. Но это было ошибкой. Да. Все совершают ошибки. И до сих пор многие смотрят на Марту и видят просто еще одну Пэрис Хилтон. Людей ждет сюрприз, значит, если они так думают. Ну, во-первых. Во-вторых, на этих видео Fossy DJs, которые мы снимаем специально одним тейком, без никаких прерываний. Мгм. Вот мы приехали, например, с Tomorrowland Мгм. вчера до 4 утра, доделали трек. И это всегда приятно, когда ты что-то доделываешь. Да. А сегодня ты уснул, сидя за столом, да? Да. Ну ничего. Да, ну как бы, когда ты совмещаешь творчество и менеджмент, то приходится работать ночью, когда тебя не отвлекают имейлы. Мгм. Днем очень сложно работать. Как-то привычка уже такая. Обычно, ну, ассоциируют артистов, особенно там известных, популярных артистов, на пике алкоголь и наркотики. Наркотики никогда не пересекались с нами как-то. Почему Испания? Почему Испания? Самый большой маркет у нас в Испании. Я хотел жить, кстати, в Амстердаме. У нас был спор, Марта выиграла его. Понятное дело, она мой босс. 10 секунд начинающему артисту. Терпение, ребята. Терпение и желание работать. Это несложный путь на самом деле, но смотря где ваша цель. Да. То есть идет сначала, это как ты влетаешь во что-то, что сначала кажется тебе не очень плотным, но потом плотность увеличится, и под конец становится очень плотно и очень сложно, но уже обратного пути нет. Нужно иметь терпение, ну когда же. С другой стороны, ты понимаешь, что у тебя все самое лучшее еще впереди. Просто тебе нужно делать, не останавливаться. И вот вы даже попали на Армин ван Бюрена.
Подожди, на следующей неделе опять здесь будете? Да, здесь будем в субботу на следующей неделе. Приходите все, кто будет в Бельгии. Да, только у меня есть проблема с дисциплиной выпусков, и это увидят месяца через 2, наверное. Да. Кристина, помаши пока. Закрой, я ключи сделаю. Пока. Все, давай. Кого пришлем? Если надо будет оператор, ты знаешь, Очень кому дорогой обращаться. оператор, мне кажется. Я не смогу себе позволить. Только если оператору будет интересен ивент. Салют, друзья! Ну что, этот выпуск получился достаточно необычным. Здесь было минимум про нашу индустрию, но, как по мне, получилось вроде бы неплохо. У меня появилась идея, как поменять полностью формат. Я постараюсь сделать выпуск быстрее. Надеюсь, когда-то я научусь делать это вовремя. Я не знаю, что это будет. Это в любом случае мои видеоэксперименты. И спасибо огромное всем, кто поддерживает, всем, кто ждет. Это безумно мотивирует делать это не только для себя, а еще и для кого-то. Поддержите лайком, если понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующих выпусках. Всем мир, всех обнял, пока.